Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Николай Азаров на связи прямо сейчас. Николай Иванович, приветствую вас. Добрый день. Николай Иванович, сегодня я хочу с вами обсудить вот этот период войны, да, российско-украинской, в котором находится Украина, причем в разных аспектах, и, конечно, по вашей кафедре, да, и по экономической, и вот прям начать со старту, да, хочу с такого, ну, достаточно удивительного материала в «Экономист». Значит, это же просто что-то вот потрясающее. Значит, пишут, Зеленский дал указание готовиться к еще 2-3 годам войны. Нет убедительных причин, почему Украина не сможет продолжать борьбу так долго, отмечает издание. Она выживет, хотя и будет отмечена милитаризмом. В общем, все будет как бы вот так, как продолжается сейчас. Военная коррупция, все дела. За что воюем? Если мы ничем не лучше России, это в материале прям приводится, просто запихиваем людей в фургон и задается вопросом один из украинцев, которых опросило издание, а вот представитель разведки говорит, что, в общем, как бы все плохо не выглядело, мы все равно справимся. Так он считает, этот представитель разведки, потому что Бог любит Украину. Знаете как, есть такое выражение, на Бога надейся и сам не плашай, но 2-3 года. Это же колоссальный срок, это же ужас, что будет со страной, но здесь скрывается, ну, может, какой-то расчет, если не внутриукраинский, стратегический, то где-нибудь в других центрах принятия решений. Как вы относитесь к этой цифре и что тогда ждет Украину через 2-3 года? Буквально недавно Зеленский собирал свою фракцию «Слуга народа», и на ней он якобы заявил о том, что к ноябрю военная фаза конфликта будет завершена. Ну, я не знаю, что он имел в виду под этим. Что такое военная фаза конфликта? А конфликт в целом будет продолжаться, а военная фаза вроде бы затихнет. Так можно истолковывать, а можно и не так. А вот сейчас вы говорите о том, что он дал указание на 2-3 года рассчитывать. Ну, вот все говорит за то, что они строят планы продолжать конфликт примерно 2-3 года. Ну, не они строят, конечно, а строят англичане, строят, может быть, американцы, какая-то часть глубинной администрации Соединенных Штатов. Трамп – это верхушка, а что там делают многочисленные службы? Там одних только разведывательных служб, чтобы вы представляли себе, по-моему, то ли 21, то ли 23. Каждый со своим бюджетом, каждый со своими задачами. И я не знаю, кто их там координирует. Вроде бы они когда-то создали вот ту самую национальную службу разведки, которая якобы должна координировать. Это вот Тутси Габбард, который собирается уйти в отставку. Вот. Но реально контролирует ли она ЦРУ, например, очень здорово сомневаюсь. Но словом, вернемся все-таки к вашему вопросу. Какие экономические последствия? Я не знаю, кто в «Экономист» ведет Украину. Там, вообще-то говоря, есть специалисты, которые достаточно реально иногда дают оценки. Я регулярно читаю «Экономист», это, так сказать, уже на протяжении, наверное, лет 20. Вот. И, в общем-то, при всей предвзятости этого издания, все-таки там есть иногда объективный материал. Значит, 2-3 года с точки зрения мобилизационного ресурса, если мобилизовать примерно по 400 тысяч, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев такого работоспособного возраста прежде всего, ну, здоровые относительно. А хватит ли такого ресурса? Да, хватит. Вот при той численности сегодня мужского населения, территории, на которую распространяется власть киевского режима, примерно 1,2 миллиона, они могут теоретически собрать за примерно 3 года. Но что это будет означать? Это будет означать практически полную ликвидацию рабочей силы, которая сейчас участвует в обеспечении инфраструктуры, промышленности, того, что осталось от экономики. Это однозначно. Совершенно не случайно они во множестве своем, все эти деятели, заявляют о необходимости миграции, миграционных потоков, там Бангладеш рисует планы, там. Все это утопия полная. Ведь надо заметить, что продолжение военного конфликта будет означать продолжение разрушения промышленности, прежде всего. И как бы там они не старались прятать там подземные всякие сооружения,
Ну, война есть война, она будет разрушать, продолжать разрушать энергетику. Пока еще Россия не серьезно не занималась атомной энергетикой, я имею в виду не сами атомные станции. Их не надо бомбить атомные станции, достаточно обрубить потребление, так сказать, электроэнергии с атомных станций, чтобы они были остановлены, законсервированы, и тогда Украина лишится порядка 10 тысяч мегаватт мощности, а у нее всего примерно около 12, то есть не будет электроэнергии реально в Украине, если Россия решится на такой шаг. Ну, так или иначе, она продолжает бить по там, восстанавливаемым энергетическим объектам и думать о том, что если конфликт будет продолжаться, кто-то будет какие-то послабления делать, это заблуждаться. То есть будут продолжаться удары по энергетической структуре, по транспортной логистике, ну и по всему тому, что связано с производством военной техники. И поэтому, что там будет через 2 года или 3 года после таких действий, ясно, что Украина в том виде, в каком она существовала в 2013 году, естественно, уже никогда не будет такой Украины. Я вот планирую, скажем, рассуждая о том, вот, предположим, завтра установится мир, и примерно прикидывал, какие необходимы капиталовложения, какие необходимы трудовые ресурсы, ну и много других факторов, которые надо учитывать. Считаю, что восстановление до уровня 2013 года займет как минимум лет 15-20. Вот всем я хочу сказать, обратиться к тем легковерным и легковерующим, которые уверяют, что как только вступит в Европейский Союз Украина, то мгновенно все взлетит до европейского уровня. Никакого мгновенного взлета не будет, никакого вступления в Европейский Союз не будет, потому что, еще раз повторяю, что я уже несколько раз об этом говорил, поэтому, так сказать, вот упоминаю о том, что еще раз повторяю, что Европейский Союз – это единое экономическое пространство равных конкурирующих систем. Сейчас по своим конкурентным возможностям Украина ни в какое сравнение не идет даже с самой отсталой страной Европейского Союза. А поэтому, естественно, на европейском общем рынке делать нам абсолютно нечего. То есть даже в силу вот этой причины, не говоря уже о других, массе других причин, никакого вступления, естественно, не будет, ни фальшивого, ни полуфальшивого. Ну, может, какую-то вывеску придумают с каким-то странным названием, но реально Украина не будет участвовать в работе вот этого единого экономического пространства. Второй момент, который я хотел обратить внимание, что ведь вот то, что я говорю, это не является никакой там тайной за 7 печатями. Все это известно аналитическим кругам Запада. Они, в общем-то, в отличие от всяких Мерцев, Макронов и прочих деятелей, в общем-то, достаточно трезво оценивают то, что происходит в Украине, и они очень недовольны реально ситуацией, которая вот в стране сейчас происходит. Ну, начинаем с коррупции, заканчивая плохим качеством управления, а точнее отсутствием профессионального управления. И, короче, в своих вот материалах, которые они предоставляют тем же Мерцам, тем же Стармерам, звучит совершенно определенный вывод, что надо менять систему, менять руководство. В общем-то, если мы хотим добиться хоть каких-то результатов на вложенные деньги, ведь деньги вкладываются огромные, а вот отдача от этих огромных денег, ну, как они считают, нет. Поэтому я думаю, что рано или поздно и Стармеры, и Мерцы, которые сами, вообще говоря, навадом дышат, придут к выводу, что лучше заменить вот эту скомпрометированную абсолютно фигуру, абсолютно систему управления, то есть высшее звено, да, и, в общем, поставить каких-то профессионалов, которые смогут... Лучше воевать с Россией. Ну, да, да, да. Ну, затея-то одна, конечно, да, она же не меняет. Ведь что их не удовлетворяет? Не удовлетворяет то, что отдача вложенных капиталов так на цель, для реализации цели, он не соответствует тем деньгам, которые они вкладывают. Вот и все. То есть я там не вижу никакого стремления, естественно, к миру. Вот. И они свою профессиональную задачу выполняют. Я имею в виду тот круг специалистов, который обслуживает руководство западных стран. Отдельно хочу 2 слова сказать об американцах вот в данной ситуации. Реальными хозяевами, конечно, являются американцы. Но когда они отстраняются от управления вот, системными процессами на Украине, то их перехватывают западные европейцы, начинают сами рулить. Почему Трамп отстранился? Ну, вот это вопрос, который надо бы задать самому Трампу, потому что
скажем, вот даже элементарная вещь – это назначение посла в ту страну, в которой ты вложил огромные деньги, ну не он вложил, а вложил Байден, ну неважно, Америка вложила, и в которой ты поставляешь огромное количество вооружений, которые разворовываются на твоих глазах, но надо посла назначить. Но он не назначил, это уже будет 1,5 года, как Украина живет без посла Америки в Украине. И никаких даже наметок на то, что вот состоятся где-то слушания там в Сенате, да, или там какие-то кандидатуры рассматриваются, я не слышал. Более того, недавно, месяц назад, уволилась временная поверенная, заявив свое фэ Трампу, сказав, что она не согласна с Трампом. Вот вообще тоже вопрос интересен, да? Трамп, ты же ее назначал, вот эту временную поверенную. Для чего ты ее назначал? Чтобы она через там 6 или 7 месяцев заявила, что она с тобой не согласна. То есть вот это вот непонятная сейчас ситуация с американцами, которые что-то отстранились, что-то там делают, что-то не делают. Во всяком случае, усложняет оценку вот реальной политической ситуации сейчас. Николай Янович, а чья идея, является ли это стратегическим, ну, таким пунктом или стратегической остановкой на пути войны, история вокруг Беларуси? Тут вот вы так о Западе, Мерцы. С Мерцем там, конечно, проблемы, за Стармером еще большие проблемы. Шотландцы говорят, мы референдум будем проводить о подсоединении. Тоже такой интересный момент. А у Мерца там тоже менять его собираются. Ну вот о Западе, вот Меркель, да, ее же говорили, что она будет, скажем так, вероятным, может, переговорщиком от Европы, потом она открестилась, отказалась, говорит, не-не-не, я уже не удел. Ну вот на каком-то шоу, подкасте, там, она пригласили ее на немецком, и она так вот говорит, это все у них весело, ну так вот, что Украина будет 10 лет воевать, что, в общем, станет независимой, свободной, суверенной, и вот как бы дает такую оценку. То есть я почему вот с этого начинаю? Мы видим прям какой-то тоннель, где, с одной стороны, все понимают, что как есть сейчас невозможно, а с другой стороны, все разбрасываются очень даже серьезными цифрами. Ну вот 10 лет. А кто вообще проживет эти 10 лет? А кто эти 2-3 года сможет выдержать? То есть в стране, особенно среди украинцев, где ты не знаешь, там, а будет отпуск, ну, например, а куда поехать, а на дачу вырвешься, не вырвешься, блокпосты кругом ТЦК. А есть какие-то, то есть ты не можешь планировать свою жизнь. И планируешь там на недельку, на 2 максимум вперед. Это сталкиваются все украинцы. А нам все бросаются такими фразами, да вот 10 лет Меркель сказала. Так вот, является ли это какой-то опорной точкой или каким-то планом, пунктом плана, то, что сейчас происходит с Беларусью? Есть, получается, это стратегия. Мнения разделились. Одни говорят, что Зеленский ничего не принимает, никаких решений. С другой стороны, говорят, что да нет, он, подождите, субъектен, все у него нормально, он изворачивается, выворачивается, предлагает что-то новое, чуть ли не руководит парадом европейских лидеров. Так вот, это часть большой стратегии или самодеятельность Зеленского напряжения с Беларусью? Ну, если говорить про Белоруссию, то, конечно, это не самодеятельность. Это давняя мечта всех западных стратегов строить 3, будем говорить, народообразующих наций. Да? Это русских, украинцев и белорусов. Это 3 единые, собственно говоря, составляющие единой Руси, которая когда-то была. Ну, вы согласны наверняка с этим, да? Так вот, были, конечно, в истории периоды, когда и казачьи полки ходили на Москву, и там всякие были брожения в Белоруссии в том числе, и в России не все было однозначно. Но все-таки задача заставить воевать белорусов против украинцев или украинцев против русских, ну, представьте, на наших с вами глазах, вот еще лет 20-30 назад кто-то спросил меня, я бы никогда в жизни в это не поверил. А вот сейчас она происходит. И что это от Зеленского? Ну, Зеленский появился, скажем, там 7 лет тому назад. А ведь эта задача решалась не 7 лет, была поставлена лет 50-60 тому назад. И решалась последовательно. Поэтому, конечно, Зеленский не субъектен в данном случае. Но как может быть субъектен человек или руководитель, который на 100% зависит от финансирования, на 100% зависит от поставок вооружений, на 100% зависит от тех политических решений, которые принимают не он, а другие.
Вот он же на 100% зависит от тех решений, которые примет Трамп, тот же Мерц, тот же Стармер, там, та же Мелони и так далее, да? Та же Урсула там какая-нибудь. Так что говорить о его субъектности не приходится. Теперь по поводу вашего высказывания с Меркель. Вот Меркель много лет курили фимиам. И в Германии, да и за рубежом. В Германию называли мамочкой. Так, значит, за рубежом мы называли очень мудрым канцлером, ведущим Германию куда-то там. Я как раз застал периоды и прихода Меркель к власти, и, так сказать, период рассвета ее власти, и видел, какие она глупости делает. Начнем с зеленой повестки. Это же не кто-то там придумал, это придумали ее правительство. Ликвидировать, закрыть там в том числе и энергетические тепловые мощности, закрыть атомные мощности, переключиться на ветряки и тому подобное. Это же она придумала. Это же не кто-то там, дядя какой-то с Луны прилетел и, так сказать, запустил 3 миллиона, скажем, значит, мигрантов, которые приехали из Сирии, там еще с каких-то стран, из Ливии и так далее. И я помню ее бодрый призыв, что мы справимся, мы совсем справимся, мы всем найдем место. Ну, где, Меркель, твоя предусмотрительность? Вот уже сейчас всем ясно, что зеленая повестка провалилась. Это однозначно ясно, что Германия попала в тяжелейший энергетический кризис, что надо сейчас уже, как они говорят, что нужно восстанавливать атомную энергетику. Да вы там полгода там назад снесли, по-моему, какой-то одну из, значит, охладителей на атомной электростанции, взорвали под аплодисменты. Сейчас вы уже говорите, что вот, да, мы ошиблись и так далее, и так далее. Теперь по мигрантам говорят, что мы не знаем, что делать. Ну, я так далее, ему много приводить. Мне приходилось с ней общаться, и поэтому то, что я говорю, вытекает не из того, что я где-то что-то слышал, а из того, что я делал выводы, из того, как она рассуждает, какие она решения принимает и так далее, и так далее. Поэтому то, что Америка сказала 10 лет, ну, сказал и сказал. Это легковесное высказывание политика, который, во-первых, ни за что абсолютно не отвечает уже сейчас, да. Вот. А когда была у власти, тоже мало за что отвечала. Она была всегда по течению. И как складывалась ситуация, так она, в общем-то, к этой ситуации приспосабливалась. Реакция всегда была реактивная, то есть реакция на что-то. У нее не было никакой абсолютно политики. Да, Германии повезло, потому что получала дешевый газ из России, дешевые нефтепродукты, много чего получала дешевый, торговала, развивалась. То есть она как раз попала в ту фазу мирового развития, ну, там за исключением, может быть, скажем, мирового экономического кризиса 8-9 года, где, в общем-то, достаточно хорошо они, так сказать, жили, существовали и так далее. Начались сложные времена. А почему не начались-то? Да в результате твоей политики, госпожа Меркель. Ну ладно, не будем о Меркель, теперь все-таки вернемся к 10 годам. Но если 10 лет продолжится война, то Украина ничего не останется. Не останется даже раньше. Потом второй момент. А ведь, скажем, военный конфликт не длится, вернее, проходит между Россией и Украиной, так вообще-то говоря, ну и западными странами, естественно. И если западные страны, может быть, и настроены 10 лет воевать с силами, так сказать, украинцев, может быть, я, так сказать, допускаю, то я не думаю, что российское руководство допускает 10 лет вести дальше еще вот этот конфликт, который длится уже 5-й год. То есть, значит, перед российским руководством рано или поздно станет вопрос заканчивать этот конфликт. И заканчивать, конечно, не на тех условиях, что соглашаться с кем-то там и, как говорится, подписывать какой-то договорняк, а заканчивать его принципиально. Ну, я думаю, что это принципиальное решение для Украины обернется, так сказать, очень серьезными проблемами. По-другому быть не может. Ну, вот так, наверное, Александр. Николай Янович, а почему сейчас Беларусь всплывает? Мадяр выходит, говорит, 500 целей мы обозначили, и, в общем, будем бить, знаем, куда бить. И я показывал у себя в эфире, в шуме, да, что, это же какой-то, прям по команде. Вот прям по команде. Вы помните, так, Темники Кучма был такой,
скажем так, такое выражение. А тут, кажется, все гораздо серьезнее. И вообще вот эта Мендель, которая вышла и рассказала нам о 1000 головах Геббельса, о том, ну, понятно, что ее там облили грязью, сказали, что она работает на российскую пропаганду, сказали, что она, ну, в общем, скажем так, не вспоминайте Мендель, иначе будете уличены в этом. Но она же права. Выходят разные блогеры, обозреватели, те, которые лояльны к Ермаку, Зеленскому, Банковой, и начинают нам давать расклады, что Украина сотрет Беларусь в порошок, что уничтожат все предприятия, что там 200 километров, всего 400 с севера на юг, что там удар по там 3 несколько заводов поразить и все, и ВВП Беларуси станет. И причем приводят такие вот эти аргументы, некоторые идут дальше и говорят, что есть определенный план. То есть ВСУ под личиной освобождения, да, поэтому тут облизывали Тихановскую, которая как бы уже и забыли все, да, и про муж вроде был ярким пятном, который напомнил, которого выпустил Лукашенко, а потом они и забыли, но ее вот сейчас специально как бы признают и говорят, ты же легитимная Тихановская, пиши письмо, как когда-то потом, помните, опубликовала пресса письмо Януковича уже после, уже через какой-то период, что он там просил выводить войска, да, то есть и их трясли этим документом. И вот Тихановская пишет письмо, просит Зеленского ввести войска, и ВСУ будут освобождать Беларусь, а белорусы, наверное, встретят с цветами. И вот как по темникам нам говорят о том, что чуть ли ВСУ освободит Беларусь, и граница белорусско-российская станет в том числе еще одним линией фронта, и вот такой пощечиной, ударом по Путину. И это все сейчас насыщает эфир. Как вы относитесь к подобным планам, стратегиям, вот этой трескотне разного рода доморощенных аналитиков? И что мы вот видим в реальности? Почему сейчас и вот если что-то, какая-то заваруха и начнется, насколько она будет продолжительной и какие последствия иметь? Вот я уже такую мысль говорил не раз. Ну, Мадьяр, вы верите в то, что вот этот Мадьяр, или как его там, мог самостоятельно выступить и сказать, что вот мы 500 целей на территории Беларуси наметили, и этому из Лукашенко не поздоровится. Ну, и либо в стране полный бардак, да, чего я не допускаю, потому что там есть кому управлять, я имею в виду американцы и англичане, тоже люди не глупые, да. Либо все это управляемо. То есть ему сказали, что надо тебе, дорогой, выступить с угрозой в адрес Лукашенко. Пусть Лукашенко сорвется, сделает какой-то нервный шаг, а мы, так сказать, на этом сыграем. Теперь я представляю себе поляков. Ну, Туска я хорошо знаю, мы с ним неоднократно встречались и работали вместе на подготовке Евро-12. Это очень осторожная политика. Это премьер-министр, если кто-то не знает, Польши. Уже второй раз он премьер-министром, так сказать, находится на этом посту. Нынешнего президента Навродского я не знаю, не встречался с ним. Говорят, что это более такой, как говорится, агрессивный товарищ. Но я не верю, что Туск очень здорово хотел воевать с Белоруссией. Вот поверьте мне. А власть все-таки в Польше распределена в большей степени в пользу исполнительной власти премьер-министра, а не президента. Так что будем надеяться, что у Туска, так сказать, ума хватит в этот конфликт не ввязываться. Но, с другой стороны, давайте вот на что порассуждаем. Вот в этой ситуации, да, есть ведь две стороны. И одна сторона, в том числе сторона Зеленского, ведет себя в той мере нагло, в какой ей это позволяют. Вот это надо осознать. Позволяет кто? Ну, прежде всего, его хозяин, а второе позволяет та страна, на которую он нападает. Вот Александр Григорьевич я тоже много лет знаю, так сказать, это очень выверенный, взвешенный политик. Но он все время выступает, вот, особенно в последнее время, с какими-то предложениями к Зеленскому. Ну вот, последний, буквально неделю назад он там предлагал с ним встретиться, предлагал что-то обсудить. Ну вот о чем это свидетельствует? Для тех, кто сейчас у власти на Западе, для них вот такая позиция – это свидетельство слабости и только. Их отрезвит только реальное использование силы, причем серьезно отрезвит, надолго отрезвит. Я в этом убежден. И, скажем, если такое применение будет осуществлено в ближайшее время, то разговоры на этом прекратятся.
Потому что никакая армия Украины, так называемая, да, не способна захватить Беларусь, не способна вообще куда-либо продвигаться. Нет, подождите. А Курская область? Ну, давайте вернемся к Курской области. Вот Ну я ведь вы удивляюсь, находите насколько... параллели между вот этим том, что сейчас разжигают, и, например, Курская область? Ну, во-первых, смотрите, наша граница, Украины, я имею в виду и Беларусь, это, в общем, не граница, которая проходит по Курской области. Прекрасные коммуникации, прекрасные дороги. В основном, так сказать, наша граница пролегает по лесам, по болотам и так далее, и так далее. Если вы так посмотрите на карту или побывали там, отдельная граница, отдельные, вернее, дороги, которые пересекают границу, их нетрудно укрепить, заминировать там, ну и так далее, сделать неприступными, ну и пили по болоту, к примеру. Не говоря уже о том, что у Беларуси сейчас есть все средства и возможности, значит, ответить на малейшее, так сказать, нарушение ее государственного суверенитета. Есть все абсолютно возможности. Не зря проводили совместное учение ядерных сил. Это же не шутя сделано, да? Это такая реальная угроза. А что не применить, если тебе твою границу нарушили? Что Лукашенко меняет применить ядерное оружие против нападавших? В случае их нападения на территориальную целостность, значит, Беларуси. Да ничего не мешает. Белоруссия не Россия. Так, так сказать, никто там с ней связываться не будет в этом плане. Посмотрите на позицию там, Северной Кореи. Кто там на него собирается нападать, скажите. Есть хоть один здравомыслящий человек в Южной Корее, который будет так сказать, нападать на Северную Корею. Еще раз повторяю, вот этот тезис, да, наглецу позволяют наглеть до такой степени, какой это разрешает его партнер, с которым он, так сказать, проявляет эту наглость. Стоит изменить позицию, ну, не сам, конечно, напомнится, а те, кем он, так сказать, под кем он находится, его хозяева, конечно, его остановят. Короче, если говорить задавать вопрос о том, значит, не случайно ли все это, Тихановские, письма там, значит, какие-то силы сопротивления, какие-то генералы непонятные, ряженые, все это чепуха, по большому счету. Так? Киев находится сейчас не в том состоянии, чтобы открывать еще один фронт. Абсолютно я не вижу. Это ж 1150 надо подготовить, чтобы, так сказать, идти на Белоруссию. Где он их возьмет, эти 150 тысяч? Подготовленных, экипированных и так далее, и так далее. А потом, что будет делать союзное государство Белоруссии, Россия в этой ситуации? Как вы думаете, она что будет? Тоже сидеть и молчать и смотреть? Ну, вы же видите, Сколько? есть такой нарратив, что все, что может Россия, сейчас на украинском фронте. Это ерунда, это не может такого быть. Теперь смотрите, вот что такое Курская область? Ну, конечно, это болезненный укол Российской Федерации. Прежде всего болезненный потому, что просмотрели. Невозможно подвести там, значит, какие-то серьезные силы без того, чтобы на них не обратили внимания. А если не обратили внимания, значит, есть ответственные, кто не обратил внимания. Это первое. Второе. Ну, захватили небольшой там райончик с точки зрения, там на карте его, хорошей карте не рассмотришь. Укрепились. И вот заставили себя год целый вышибать с этого клочка земли. Ну, это ж клочок. Вот и все. Раздули из него, сделали пропагандистскую, так сказать, кампанию. То есть тут есть много непонятного, но сущность остается одна и та же. Клочок земли абсолютно ничего не решал. А стоил он так, если посчитать, сколько киевский режим потерял убитыми, ну, минимум 1070. Вот такие оценки делаются. Так вот, возникает вопрос, который я бы адресовал бы на возможном, так сказать, уголовном процессе против Зеленского. А стоит ли твои решения 70 тысяч жизней украинцев? И как ты за это ответишь? Вот такой вопрос надо бы украинцам самим задавать уже сейчас. То есть он пошел на заведомую авантюру. Да, с точки зрения пиара она имела огромное значение. Огромное значение. Но с точки зрения реальных практических целей никакого абсолютно. Да, показало то, что где-то халатность проявили россияне. Показало. Сейчас нам, на мой взгляд, учли все эти, так просто не получится. Ну и все. Так что давайте не будем переоценивать. Еще раз подчеркиваю, все зависит ведь не только от той страны, которая хочет сделать какую-то гадость в Беларуси.
но и от тех же, кто может эту гадость предупредить. Вот будем надеяться, что Россия и Белоруссия, значит, сумеют найти достаточные возможности, чтобы не допустить. Теперь сравниваю экономические возможности. Меня удивило вот то, значит, что кто-то сравнивал там ВВП, там, и так далее, несколько предприятий там отбомбят и все остановят. Так Украина сейчас ничем не располагает. Вот если вдуматься, киевский режим, ну чем ты располагаешь? Каким промышленным, какой у тебя вообще ВВП? Если ВВП считать все кредиты, все гранты, все эти деньги, которые потоком льются, суммировать и считать, это что-то может быть и есть. Но если реально оценивать сейчас, а что же мы производим, что мы экспортируем, что импортируем, то получится пшик, полный пшик. То есть я же не случайно сказал, что чтобы выйти на уровень 2013 года, нужно 15-20 лет. Так что все эти легковесные заявления, я не знаю, от кого они исходят, но если реально это оценивать, ситуация как раз очень и очень трудная и плохая. Вот. Ну и население давайте сравним. Да, 10 миллионов в Беларуси. А сколько сейчас в Украине живет реально? Вот по моим оценкам 18-20 миллионов. То есть реальный состав населения. Если его не считать как демографа, которым дана команда назвать цифру 25, кто-то называет, кто-то там 30 называет. Да нет ни 25, ни 30 миллионов. Легко же это проверить. Потребление электроэнергии населением, потребление хлеба населением, ну, муки, там, других продуктов питания. Если кому-то кажется, что все вокруг дураки, и можно любые цифры называть, то это не так. И те, кому положено, так сказать, я думаю, аналитики, они реально понимают. Причем качественный состав-то этого населения какой? То есть, вот, допустим, 18-20 миллионов. А что за качественный состав? А там огромное количество детей, стариков, инвалидов, нетрудоспособных и так далее, и так далее. Потом паразитическая часть населения, то есть всякая, так сказать, элита так называемая. А вот если взять вот трудовой состав тех, кто реально может участвовать в трудовых процессах, то насчитывает всего 6 миллионов. А это уже что-то приближенное к 10. Ну, там тоже надо, естественно, исключать и пенсионеров, и детей, но сравнимые цифры получаются. То есть никакого преимущества, особенно с точки зрения мобилизационного ресурса, нет. Николай Янович, вот эта история с Белоруссией, кроме, конечно, бешеного пиара и кроме вот таких моментов, она вскрывает очень интересные противоречия. О них даже говорят внутри Украины там, депутаты и так далее. То есть мы вроде как сейчас шапками закидаем эту Беларусь, там и белорусы встретят цветами, и все, мы такие мощные, мы такие сильные, мы знаем, как воевать, мы уже сколько воюем, у нас дроны, у нас тактики, у нас связь защищенная, мы, в общем, такие, да, легко, как орешек, да, вот щелкнем Беларусь. Но а зачем тогда строят круговую оборону по городам, не только, кстати, на севере, а и в Днепропетровской области, в Одессе? Причем показывают, говорят, не-не-не, вы не переживайте, мы строим круговую оборону, это чтобы никогда этому городу ничего не угрожало. Слушайте, так можно все города этими зубьями драконов, вот этими всеми сетками всякими там оградить окопами, или чего-то ждут. И вот опять-таки, да, вот было сообщение, что какие-то там погруженные дроны, ну, в общем, то, чем Украина победила Черноморский флот, и рассказывают об этом постоянно, да, они вот ударили с российской стороны, опять-таки, по Одессе. Сейчас там опять, ну, Одессу утюжат. Плюс рассказывают нам о неимоверной победе, о перерезании сухопутного коридора в Крым дронами. Азовцы вышли, сообщили об этом и сказали, что вот смотрите, мы там в участке дороги, новой дороги, которую Россия построила по югу, Мариуполь, Мелитополь и туда на Крым. Вот мы там несколько участков контролируем, едут люди, смотрят разбитая техника, бензовозы, военные машины. Это, конечно, апокалиптическая картинка, она множится. Все, паника. Сейчас Украина заберет назад себе юг, да, который у нее забрала Россия. Но ты вот смотришь новость сегодняшнего дня, она не такая массовая. То есть, ну есть. Возле Одессы дроном поразили вот точно так же фуру. То есть
мы понимаем, что вот эту логистику поражают обе стороны, что, в принципе, ну, я не буду говорить равные возможности или что-то новое у ВСУ, есть какое-то преимущество или преимущество у России, но это практика военная, которую нам подсвечивают с одного края, с одного угла и делают из этого какую-то большую победу. Но тогда все равно непонятно, зачем, если так все хорошо, окапывать города. Тут надо просто воровать просто, получается, на этом и демонстрировать партнерам, что дайте больше денег, но, с другой стороны, абсолютно как-то нерационально. В общем, много вопросов вскрыла вот эта могучесть атаки на Беларусь. Как бы вы на них ответили? Ну, я не хотел бы, чтобы вот то, что я говорю, истолковывалось так, что киевский режим и армия киевского режима не представляет из себя угрозы. Вот я не хотел бы так. Угрозу она представляет. Но я также знаю, что против этой угрозы есть серьезные возможности и у Беларуси, и России, которые до конца далеко не используются. И ну, мне это видно очень хорошо. Теперь, что с точки зрения, вот, скажем, то, о чем я говорю, что возможности у киевского режима есть, они исключительно объясняются огромнейшими поставками всех видов вооружений, включая новейшие. Вы не зря упомянули средства связи. Это факт, и нельзя этого отрицать. И то, что они сейчас пытаются увеличить число беспилотников, скажем, самолетного типа, уже, так сказать, довести эту цифру как минимум до 1000 в сутки, налета на Российскую Федерацию, на ее территориальную глубину, это, безусловно, является очень серьезной угрозой. Это надо признать. То есть западные страны, американцы в том числе, поставляют киевскому режиму все новейшее вооружение. К чему это будет приводить? Вот смотрите, эта угроза приведет к тому, что все сильнее будут использоваться все возможности российской армии по разрушению этого потенциала. Только и всего. То есть, если до сих пор, вот 4 года мы наблюдаем, 5-й год, российская армия ведет относительно сдержанную кампанию. Вот мне это представляется, я вижу это, да? Что там стоило уничтожить порты все наши? И все, и лишить возможности Украины получать вооружение морским путем. Что стоило уничтожить сухопутные переходы? У нас их всего там 5 или 6, сейчас не помню. И все, отрезать Украину от поставок вооружения. Это уже не делается, не делается. Но как вы думаете, если дойдет до 1000 беспилотников в сутки, что будет делать Россия? Смотреть? Наверное, нет. И, наверное, будут использовать все более сильные, все более серьезные разрушительные средства, не исключая даже применение оружия массового поражения. Потому что в критической ситуации, естественно, страна, которая угрожает, будет использовать все абсолютно аргументы, в том числе и оружие массового. Что останется от Украины потом? Ведь простой вопрос. Вот эта вся авантюра, в которую втравили Запад Украину, нашу благополучную Украину, мы же ее все помним. Да, у нас были проблемы, масса проблем. Но мы же все-таки жили благополучно в мире, развивались, имели какую-то перспективу. Какую сейчас перспективу рисуют вот эти деятели Украины? Вот то, что я говорю, это что? Нереальная ситуация. Значит, мы будем все сильнее и сильнее усиливать эскалацию, а Россия будет смотреть и выжидать. Чего она будет выжидать-то? Ну чего? Нет, естественно. Она будет все сильнее и сильнее долбить по Украине. Это к чему приведет? Ну, Зеленский смотается и, так сказать, с концами, и, так сказать, исчезнет со своими миллиардами. Там ближайшего свора исчезнет. А народ-то куда исчезнет? Куда? В могилы, на кладбище? Неужели такая перспектива нужна Украине сейчас? Вот этого мне, конечно, чрезвычайно жаль, Александр. И не видеть такую перспективу, и слушать какие-то безумные там речи, что мы там куда-то там дойдем, мы там что-то поразим. Ну, поразить его какой-нибудь там в Перми завод. Ну и что из этого? Теперь, если сравнивать, конечно, экономику Беларуси и России. Вот я когда слышу, это чушь. Вот там Беларусь. Да Белоруссия как раз, в отличие от нас, была на тот момент, на 2013 год, очень высокоразвитой страной. Там были предприятия, равных которых у нас нигде не было. Вот такой был технический уровень. Да, немного, ребят. Да, экономика не такая большая, как наша. Но если у нас редко кто вкладывал в свою модернизацию,
А наша программа активизации экономики, которую наше правительство приняло в начале 2013 года, как раз и предусматривала модернизацию нашей экономики, потому что мы отставали очень серьезно. И вот я еще раз вернусь к тому теме подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Еще раз говорю, те, кто меня слушают и понимают, что Европейский Союз – это не благотворительная организация. Это конкурентный рынок, где действует жесткая конкуренция. И если ты не можешь на этом рынке конкурировать, а свой рынок открываешь, то не будет никакой твоей промышленности через несколько лет. То, что и происходит, то, что мы видим сейчас. Когда бездумно подписали это соглашение, что у нас осталось? Да ничего. Но благодаря вот этому военному конфликту там научились беспилотники делать с ракетами, что-то начали возиться. Ну и все. А с точки зрения общего развития экономики, что построили за эти годы? Какие мощности обновили? Энергетические мощности, например. Да ничего. Поэтому, скажем так, вот себя сравнивать с Белоруссией. Беларусь, благодаря все-таки относительно, скажем, мудрой политике президента, да, они сумели сохранить свои самые высокотехнологичные отрасли. А мы хвастаемся Старлинком. Да Старлинк что, мы сами сделали, что ли? Ну, привезли нам, подарили, по сути дела. Это что, наше достижение? Сейчас рассказывают, вот мы там будем запускать крылатые ракеты. Да это все делалось 50 лет тому назад на заводе Азовмаш. Прекрасно изготовлялось, прекрасно было КБ «Южное» и так далее. Так вот, одни умудрились, скажем, на том, что было, создать новое, а мы умудрились, грубо говоря, ну, не буду грубое слово говорить. Так что вот так вот, Александр, перспектива, рассуждать можно что угодно, но надо думать о том, что есть противник, в данном случае противник. Хотелось бы, чтобы это был не противник, а наоборот, по крайней мере, дружественное государство. Мы всегда из этого исходили, что нас должны окружать дружественные государства. Мы должны были с Польшей иметь хорошие отношения, с Прибалтикой, с Белоруссией, с Россией, со всеми странами, которые нас окружают. И использовать преимущества, которые у нас были созданы в свое советское время, создав единый общий рынок. У нас же он был единый общий рынок. Ничуть не меньше, чем европейский там рынок, например. Ну, по тем временам, я имею в виду, все сравнивать надо в исторически одно и то же время. Так вот, мы умудрились таможни понастроить себе, пограничные столбы поставить, колючую проволоку. Кстати, вернусь к такому смешному вопросу. А вы вспоминаете стену Яценюка? Или забыли уже? Когда в каком там году, 14 или 15, задумал строить стену на границе с Россией. Я тогда еще поразился этому удивительному идиотизму. Просто удивительному. А когда я увидел реальные конструкции, ну, подумал, надо же, слушайте, те, кто утверждал эти схемы, надо быть реально дураками, полными, ну, или ворами, такими, значит, изощренными ворами. Ну, тоже из круговой обороны городов, по всей видимости. Ну, то же самое будет и с круговой обороны городов. Да. То же самое влепят огромные средства. И ничего на этом не закончится. Вот там Миндич же очень мудро рассуждал на пленке, да, когда с кем-то он там обсуждал, с Галущенко, по-моему. А говорит, а зачем нам строить защиту трансформаторов, там, со мной эту защиту разобьют. Давай лучше, так сказать, используем эти деньги по прямому назначению, положим к себе в карман. Наверное, так будут действовать и сегодня. Николай Янович, ну, знаете, все-таки крючок, на который сейчас подцепили Киев, крючок угрозы, тяжелых ударов, вещь достаточно серьезная. Сама угроза, она меняет поведение людей. Конечно, ну, понятно теперь, что если там тревога, кто-то там не спускался никуда, будут спускаться в подвал или просто покинут город. Кулеба вот рассуждал недавно, говорит, если кукуха, ну, сознание, менталка не выдерживает, да, ну, лучше уедьте. Хотя тот же Кулеба совсем недавно рассказывал, когда был министром, что будем защищать с лопатами, все будет хорошо. Как вы оцениваете вот это состояние угрозы? И действительно ли Киев будут стирать с лица земли? Просто когда вы... Вот многие там и аудитория, которая смотрит сейчас, они видят уже четкие противоречия. Вот вы говорите, вот там Украина, там разобьют, ничего не останется. Так Зеленскому и надо, чтобы ничего не осталось. Когда ничего не останется, можно как бы еще больше денег срубить, можно спрятать свои
грехи, назовем это этим словом. Можно абсолютно перевернуть там, в общем-то, историю, страничку истории. Ну и все, и вот смотрите как. Да, можно, наоборот, обвинить Запад, говорить, вот вы нам недостаточно помогаете. Он же вчера там говорил, ПВО давайте, нам ПВО. Так его нет, этого ПВО. Да? У американцев с Вольфрамом проблемы, они отстрелялись по Ближнему Востоку. То есть вроде как и деньги есть, а поставлять нечего. И проблемы вот такие. Так это вы виноваты, Запад. Что ж вы так нами плохо управляете в этой войне? То есть тут у Зеленского много маневров. И ну, вы же сами признали там где-то в начале нашей сегодняшней встречи, что чем хуже, тем получается лучше. А если все остановится, я имею в виду война, ну там, как угодно, с уступками, без уступок, здесь, понятное дело, танго танцуют вдвоем, и должна быть удовлетворена, если мы говорим о компромиссе, российская сторона, украинская сторона, то вот, собственно, и все. Многие повернутся от врага к Зеленскому и спросят, Зеленский, так а что это все было? Конечно, это должно продолжаться. А эти удары, продлевающие вот эту мучительную агонию войны, прежде всего для украинского народа, потому что мы украинцы, мы поэтому говорим. То есть, если надо, мы отдельно, конечно, обсудим россиян, но это отдельно нужно обсуждать. То есть, ему хорошо, то есть, чем дольше, тем лучше, чем больше, тем, скажем так, все уже забыли. Вы говорите, Яценюка забыли, а Резникова кто-то помнит еще с яйцами по 17? Вот за этим война так долго идет, и получается, как в той истории библейской. Водил 40 лет по пустыне, пока там не погибли все те, которые что-то помнят, с чего все начиналось. Да, вы знаете что, ведь мне же очень тяжело говорить, когда я вот привожу такие аргументы. Ну вот, скажем, я всю свою сознательную жизнь работаю в правительстве и в других органах власти. Работал на развитие страны, в том числе и Киева. Да? Я не хочу сейчас перечислять, что нам удалось сделать, но те, у кого память есть, они знают. И поэтому сейчас, говоря вот о том, что любая эскалация со стороны Украины вызовет, естественно, вызовет эскалацию со стороны России, и эта эскалация приведет к разрушениям. Вы думаете, мне легко это говорить? Но я понимаю, что так будет. Не будет иначе. Еще раз подчеркиваю. Логика событий заставит, если Украина под наускиванием Запада перейдет вот к массированным ударам по глубине России, а к этому идет же все. Почему начались разговоры о поставках там дальнобойных и разработки, и с производства у себя, и поставки дальнобойных ракет, там выход на 1 000 000 беспилотников там, самолетного типа. И мы будем, в общем, терроризировать Россию. Но к чему это приведет? Вот давайте еще раз я возвращаюсь к своей логике. Это не то, что я к чему это призываю. Я говорю о том, что давайте станем на сторону другой стороны. Вот на сторону России посмотрим, на секундочку. Вот начали тебя бомбить там до Урала, к примеру. А ты что должен делать в этой ситуации? Ноты посылать? Я думаю, что время нот после Старобельска закончилось. Просто я чувствую обстановку среди общества российского. Не позволят они, даже руководство там, пытаясь что-то там сохранить, какую-то разумность там и так далее, но настроение будет такое, что надо будет отвечать все сильнее, сильнее, сильнее. А вот эти вот ответы неминуемо приведут к разрушению сначала инфраструктуры, ВПК, а потом, естественно, будет разрушаться и живая инфраструктура. И вы говорите, что с Киевом делать? А вспомните эту зиму, когда остановились ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Что было? Что выступил этот, как его, Клычко? Берите, так сказать, одеяло в руки и куда-то мотайте из Киева. Было это или я придумываю это? Что Зеленский заявлял? Да, надо Киев покидать. Что другие там всякие деятели заявляли? Да, надо из Киева уезжать. Воды нет, там тепла нет, того нет, этого нет. Так это все может повториться в гораздо более худших масштабах. И это не то, что я к чему призываю. Наоборот, я призываю избежать этого. А избежать можно только одним путем – заключением мира. И вот кто может этот мир заключить? Не Зеленский, естественно. Этот мир могут заключить американцы, договариваясь с русскими. И вот надо к их апеллировать, к их здравому смыслу, к их позициям. Потому что, еще раз приведу такой аргумент, который иногда использую.
Нагнетание этого конфликта рано или поздно приведет уже к обмену ядерными ударами. А это мировая Вы война. говорите к обмену, а кто будет стрелять по России ядерным оружием? Ну, призывают же к этому. Призывают к этому. Вот смотрите, на минуточку, давайте еще раз вот такую ситуацию, которая сейчас кажется фантасмагорической, но которая не будет фантасмагорической. Вот, например, призывают, так сказать, забрать этот Калининград. В Германии вчера прошла какая-то конференция в каком-то университете, где обсуждались планы строительства лагерей для военнопленных. Я когда прочитал, чуть со стула, извините, за выражение, не упал. Это что? К чему это идет? А ведь президент России где-то, наверное, года 2 назад или 3 года назад сказал такую мысль, что если кто-то рассчитывает уничтожить Россию, то мы зададим вопрос, а зачем нам нужен мир без России? Ну, логично, наверное, да? Поэтому главная задача сейчас, Александр, так, это борьба за мир. Не только на Украине, но и восстановление мира во всем мире. То есть выработок таких решений, которые позволили бы исключить саму возможность обмена ядерными ударами. То есть нельзя доводить ситуацию на Украине такой, которая заставит Россию использовать все более сильные средства поражения. И доводить ситуацию до риска ядерного конфликта. Вот до чего нельзя доводить. А ведь к этому идет. Вот сейчас заявляют, там, например, те же Мерцы, Стармеры, что мы там к 27-30 году будем готовы, так сказать, обычными вооружениями разрушить Россию. Это же не я придумал. Это совершенно официально звучит из уст правительственных деятелей вот этих стран. Послушать, что говорят финны, что говорят Прибалтика, та же самая Польша, что мы хотим там увеличить там, чуть ли не в 10 раз производство вооружений. Я задаю простой вопрос. А куда вы эти вооружения будете девать? Вот год произвели в 10 раз больше, еще один раз год. Склады заполнены, переполнены. Куда вы будете дальше девать? Война нужна. Всем производителям вооружений всегда нужен военный конфликт. Только тогда будет спрос на их продукцию, и только мир исключит вот эту возможность. Только длительный мир вынудит военный промышленный комплекс снижать производство вооружений, сокращать его и так далее, и так далее. Любые военные конфликты вызывают развитие ВПК и качественное, и количественное. А это развитие рано или поздно приводит к военным конфликтам. Либо к региональным, либо вот к мировым, как показывает опыт, скажем, наш не очень веселый опыт. Так что, Александр, не все так просто, не все так однозначно, не все так линейно, как кажется. И вот, к большому сожалению, Украина оказалась в этой большой игре мелкой-мелкой пешкой. Вот. А могла бы быть, вот когда мы принимали Украину независимую, да, я участвовал в разработке первой конституции, мы мечтали и думали о том, что Украина, используя огромнейший потенциал промышленный, огромнейшие ресурсы, которые в нашей стране были, великолепную науку свою, которая была тогда еще, да, мы быстро вырвемся вперед и быстро пойдем и, так сказать, обгоним всякие там Польши. Кстати, мы бы развивались гораздо сильнее и быстрее Польши. Польша по сравнению с Украиной – это бедная страна. По всем абсолютно показателям. Но что получилось? Вот получилось. Сначала Украина без Кучмы, реформа крайне неудачная, да? Потом первая оранжевая революция, потом вторая и так называемой гидности. И так далее, и так далее. И всегда к власти приходили деструктивные силы. Я как-то, выступая в Верховной Раде, сказал, что у нас в Украине есть всего 2 партии, хотя у нас их 300 политических партий. На самом деле есть только 2 партии. Это партия разрушения и партия созидания. Вот и все. И как только приходила партия разрушения, сразу Украина попадала в различные кризисы, передряги. Но 2014 год привел к войне. Вот такая вот невеселая история. А Ну, вы когда... скажите, а Ахметов, Пинчук, олигархи, которые, я имею в виду, с историей, сейчас есть уже несколько таких новых олигархов, они к какой партии принадлежали? Ну, сложный вопрос. Значит, они всегда играли свою игру, Александр. Так, всегда играли свою игру. Я всегда считал олигархов, в том числе и Ахметова, и Пинчука, и Коломойского, и всех остальных, врагами независимой Украины, развивающейся Украины. Потому что они всегда играли на свой интерес.
всегда играли на свою прибыль, и их абсолютно не интересовало социальное развитие страны, развитие ее инфраструктуры, науки, образования и так далее, и так далее. Можно называть любые фамилии, я не знаю ни одного олигарха, ну, не только украинского, кстати, это общая школа. Олигархи везде одинаковые, абсолютно одинаковые. И я вот скажу, что, будучи, работая в правительстве на разных уровнях, я ни разу не видел олигарха, который пришел бы и сказал: слушай, Николаевич, давай помогу тебе поднять минимальную заработную плату, минимальную пенсию. А вот давай смотри, вот дороги у нас хреновые, паршивые, да, давай мы с тобой вместе скинемся, построим дорогу. Хотя у нас были же проекты платных дорог. Окружную мы хотели, кстати сказать, на платной основе построить. То есть привлечь капитал. Никто не захотел вкладываться. Так что я к олигархам относился всегда так двояко, будем говорить. С одной стороны, они управляют огромными промышленными мощностями, огромные трудовые коллективы, а с другой стороны, им абсолютно безразлично развитие страны. И они не собирались принимать участие в этом. Они даже свои мощности не обновляли как следует. И вот наша политика к чему вела всегда? Вот, например, Ахметов был всегда заинтересован поднять тарифы на электроэнергию, потому что у него были тепловые станции, он добывал уголь. Ему всегда хотелось поднимать, поднимать и поднимать. Вот с 10 по 14 год хоть раз подняли мы тариф? Не поднимали. Значит, наши интересы вступали в противоречие с его интересами. Но зато в его интересах была стабильность в стране макроэкономическая. То есть вот вам двоякие интересы. Единство и тождество противоположностей. Да, диалектика. Ну и так далее. Но это отдельный разговор, Александр. Если вас интересует эта тема, мы можем ее обсудить. Вот. Так что ничего положительного они для страны не делали. Вот. Не Финальный можем... вопрос тогда нашей встречи. Мы так затронули краешком, давайте на этом завершим. Трамп не хочет или не может закончить войну в Украине? Я имею в виду не каких-то там общих американцев с вот этими многочисленными ну, там, разведками, подразведками, ну и так далее, то, о чем мы говорили в самом начале. Потому что, ну, давайте так, отношение к нему плохое. С Ираном он встрял, как кур во щип, на самом деле, в политическом смысле этого слова и макроэкономическом, глобальном смысле этого слова. Так а чего тогда от него ждать? Вот и нормально себя как бы чувствует Зеленский. И его вот эта стратегия, что я молодой, ставьте на меня. Путин старый, его сколько уже хоронит Гордон. Трамп тоже сейчас проиграет выборы, ну, промежуточные, потом свои. И будем как бы и заживем. У нас время есть, мы молодые и горячие, а эти старики уйдут, и будем рулить Европой. Сейчас вон рулим Европой, а так будем и с Америкой на короткой ноге. Только надо переждать. А Трамп, такое ощущение, никуда не торопится. Хотя вроде как объективно Зеленский-то прав. Ему нужно что-то предпринимать. А ничего не делает. Не хочет или не может? Сложный вопрос. Я в 2016 году с большим, скажем, с большой надеждой встретил приход Трампа на первый срок. И если вы помните его инновационную речь, когда он заявил, что он хочет расчистить Вашингтонское болото, и он говорил очень много правильных вещей. Очень много правильных вещей. Я смотрел на него как успешного, так сказать, строителя, грубо говоря, да, инвестора, который свой капитал создал на строительстве, там, и продаже различных объектов строительства. Эти люди, вообще говоря, заинтересованы в мире. Они не связаны с военно-промышленным комплексом, как правило. Вот. И для них нужно, ну, необходимо развитие страны, рост доходов населения, чтобы население вкладывало в жилье, в квартиры, в дома и так далее, и так далее. То есть это как раз представитель того капитала, да, который в развитии страны всегда играет позитивную роль. Я, кстати, в Украине всегда строителей поддерживал, с единственной оговоркой, что они, как и все капиталисты, да, всегда стремились 1 квадратный метр продать дороже того, что может позволить себе рядовой, ну не то, что рядовой, а средний украинец. И мы всегда с ними, так сказать, воевали за снижение вот этих средних цен. Ну, неважно, это уже другая область. Так вот, к Трампу. Как только он пришел к должности, ну, я все-таки управленец с большим стажем, я заметил, что он
большому сожалению, не системный политик. Он начал переносить свои методы, скажем, так сказать, менеджмента в строительстве, да, где он там работал, грубо говоря, в бизнесе, да, на методы управления огромной страной, в которой огромное количество проблем, огромное количество секторов, которые ты один никогда в жизни не уследишь и не усмотришь, и так далее. То есть надо подобрать было сильных помощников в лице правительства, да, которые бы занялись каждый решением тобой поставленной задачи. Этого не было. Он набрал совершенно случайных людей, которые стали его, так сказать, подставлять. И, в общем-то, первый срок его провалился, надо прямо сказать. Ну, когда он пришел на второй срок, я надеялся, что вот он учтет этот опыт. В какой-то части он его учел. Он понимал, что аппарат, раздутый, огромный аппарат, да, он является тормозом в реализации тех вопросов, которые ему кажутся первостепенными. А первостепенной для него была эффективность государственного управления. Это было очевидно. И он поставил Маска, надеясь на то, что на какой-то департамент специально создали повышение эффективности государственного управления, да. Ну, я тоже думал, что Маск талантливый там, значит, человек, что он какой-то вклад внесет. Тоже ошибся. Значит, не произошло этого. И в результате Трамп завяз, оставляя какие-то непонятные кадры. И вот даже с вопросом Украины. Да, 1 февраля месяц он заявил вообще реальный план реализации мирного процесса. Он сказал, что необходима смена политического режима в Украине, необходимо проведение выборов. Но он не понимал, что такое выборы в той обстановке, которая, так сказать, имела место на Украине. Но, тем не менее, говорил правильные вещи. Я ожидал, что появится назначение энергичного посла, который будет реализовывать все эти вещи, подготовку страны к проведению выборов. Выбор нуждается в мире, значит, естественно, вот военный конфликт будет затихать. Опять же этого не произошло. Смотрите, он назначил вроде людей доверенных, ему доверенных, там и Текера, там, значит, своего друга, там, Кушнера, там, зятя, на роль главных переговорщиков. И тем самым отстранил Госдеп от этой роли. Ну, дипломаты всегда же главную скрипку играют в достижении договоренности, они второстепенно, они престижны. Пошли противоречия между Госдепом, между, так сказать, вот этими его доверенными лицами. Огромную роль сыграл, конечно, и ВПК, американский ВПК, который, так сказать, начал работать против мира. Это однозначно было видно, хорошо было, просматривалось. И вот пошел процесс торможения. Ну, вот он умудрился, конечно, вы уже об этом отметили, въехать там, скажем, в конфликт с Ираном, который непонятно как должен закончиться. То есть, к большому сожалению, значит, вот те свои планы, которые он вначале правильно абсолютно выстраивал, он от них отошел и пустил, значит, вот свою политику, отдал ее в руки людей, которые не разделяют его подхода, не разделяют его взгляды. Вот смотрите, совершенно очевидно, что вся Европа, вот все эти Стармеры, там, Мерцы и так далее, они с самого начала занимали враждебную позицию по отношению к нему. Ну, Зеленский сам себя проявил еще в первом его сроке. Ну, меняй. И чтобы его изменить-то никаких проблем у Трампа не было. Давай команду, признавай его нелегитимным. Ты с Мадуро как поступил? Ну, поступай точно так же с Зеленским. Значит, что-то ему помешало. Сейчас совершенно очевидно, что он отошел от своей первоначальной линии и как бы потерял интерес, значит, вот к решению этой проблемы. Но, тем не менее, другого-то нет. Вот работать надо, как в свое время Сталин говорил, у меня Гинденбургов нет. Да, так и вот нам надо рассуждать очень просто. Других-то все равно нет фигур. Значит, надо работать с Трампом. Как бы ни тяжело было, как бы он не был непредсказуем, как бы он был там эклектичен, но тем не менее работать надо с ним. Убеждать его, что мир в его интересах. Вот он закончит срок свой 4 года. Что он скажет своему народу? Что я принес вам опасность Третьей мировой войны, ядерного конфликта? Вот что он скажет реально? Он уже мыслит категориями-то, наверное, не такими, как обычный там ворюга или жулик, а мыслит категориями все-таки серьезными, там, рассчитывая на Нобелевскую премию мира там, и так далее, и так далее. То есть, еще раз подчеркиваю, ситуация чрезвычайно сложная. Противников мира огромное количество. И тем не менее,
зависит очень много от двух сторон. Это Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Они должны найти компромисс между собой прежде всего и прийти к необходимости восстановления конституционного строя в Украине, проведения свободных выборов и, так сказать, ликвидации вот этого абсолютно безумного нацистского режима. Николай Азаров был моим собеседником сегодня. Друзья, напишите, что думаете в комментариях об этом разговоре, с чем согласны, с чем нет. Николай Янович, благодарю за время и мысли. Всего вам доброго, до свидания. Берегите себя, добра и света. Увидимся.